Птицы мадяров в щепки разнесли важнейшую переправу в Крым. Это еще не конец. Полная изоляция полуострова на подходе. Экстренное обращение к россиянам. Призыв срочно покинуть страну. Что произошло? Новая спецоперация на территории России. Ликвидирован один из преступников, причастный к убийствам украинцев. Раскрыты подробности. ТАСС уполномочен заявить, но в Кремле отмалчиваются. Путин встретиться с самым таинственным лидером другого государства. Союзник начал вывод войск с территории Эстонии, отступление накануне мобилизации в России или подготовка к новому этапу войны. Расскажем об этих и других событиях к утру понедельника, 20 июля. Понедельник, неделя только началась, а новостей уже накопилось на целый выпуск. Собрали для вас все самое главное. С вами Олесь Корниенко. Поехали. Этот путь в Крым почти закрыт. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что из строя выведено 75% Керченской паромной переправы. По сообщению мадяров, в ходе операции «Молочка» были уничтожены или серьезно повреждены 3 из 5 паромов, обеспечивавших сообщение между портами Кавказ и Крым. Ейск, Мария и СКС-1 более непригодны, а вот Лаврентий и Панагия после полученных повреждений лишились собственного хода и используются как несамоходные баржи. Мадяр пишет, что 80% перевозок через переправу имели военный характер, а значит, снабжению армии агрессора нанесен серьезнейший удар. Тем временем СБУ тоже продолжает охоту на российский флот, специализируясь на больших танкерах. По данным украинской спецслужбы, морской дрон «Мамай» поразил еще одну такую цель – судно «Аверо» неподалеку от Новороссийска. За последние 10 дней это уже 4-й пораженный СБУ корабль российского теневого флота, и все эти суда используются для перевозки крупных партий нефти и нефтепродуктов. Z-блогеры бьют в набат, провоенные пропагандисты делают нерадостные прогнозы. Канал «Рыбарь» предупреждает свою аудиторию об усилении ударов Украины и предложил бизнесу самому себя защищать. Прогноз развития обстановки на ближайшие месяцы по всей стране можно сделать на примере нынешнего состояния Крыма. Враг, показав Западу эффективность сил беспилотных систем Украины, получит еще больше дронов и будет бить все интенсивнее по московскому региону, в том числе не говоря про ту же трассу М4. Рыбарь призвал российских бизнесменов самим позаботиться о своей защите, если они, цитирую, «не хотят гулять по пепелищу». В том же ключе высказывается и другой известный Z-блогер Евгений Гольман. Смотрите, сейчас они получили вот этих хуйнетов 10 тысяч штук. В ближайшее время им еще дадут более 100 тысяч. Но мы можем представить, что будет дальше. Но это не все, замечает Гольман. Дальше. Фламинго. Они же тоже их производят. Производят ежемесячно, много производят. Летят пока немного. То ли они накапливают, то ли что-то готовят. Если они все полетят разом, готовы ли наши ПВО к таким сюрпризам? Вопрос. Своими страхами поделился и собеседник американского издания The New Yorker. Неназванный военный из Москвы признал, что к интенсивным дальнобойным ударам Киева страна-агрессор оказалась не готова, а ее огромные расстояния из преимущества превратились в слабое место. Кстати, Firepoint производит не только ракеты «Фламинго», но и огромное число дронов. Московский собеседник Нью-Йоркера приводит цифру 2000 за 10 дней, но это уже устаревшие данные. Как пишет немецкий Bild, компания собирает не 200, а около 300 дальнобойных беспилотников в день. И по заявлению ее руководителя Ирины Терех, продукция через 3 дня уже попадает на фронт. Именно FP-1, способные лететь на расстояние до 1600 километров, являются основным инструментом эффективных ударов по глубоким тылам государства-агрессора. В начале июля стало известно, что США почти вывели свой контингент из Эстонии. И вот Defense Express пишет о том, что Великобритания выводит из этой балтийской страны свои танки.
Неужели англосаксы бросают союзников накануне возможного нападения России? Нет, Лондон забирает из Эстонии свои челленджеры, но вместо них тут будут развернуты высокомобильные подразделения с беспилотниками, современными противотанковыми средствами и цифровой системой управления боем «Асгард», использующей искусственный интеллект для поиска и поражения целей. При этом численность британского контингента увеличится в 1,5 раза, с 800 до 1200 военнослужащих. Российских мужчин призвали эвакуироваться из страны. С таким заявлением выступил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Андрей Коваленко отметил, что ослепленный ненавистью хозяин Кремля ничего, кроме войны, не видит. Накануне глава ЦПД уже писал о планируемой в России мобилизации и в новом посте призвал военнообязанных россиян покинуть родину до сентября. Обратился Коваленко и к самой влиятельной части общества страны-агрессора. Российским элитам стоит понять, для них эта война только ухудшит ситуацию. Нужно свергать Путина, менять режим, вступать в диалог о мире. С Путиным России в нынешнем виде не будет со временем. Накануне Коваленко написал, что Украину ждут очень тяжелые осень и зима, в частности, очень интенсивные бои на фронте, но выразил уверенность, что страна выстоит. В Иране всерьез опасаются наземного вторжения США. Страхами режима поделился депутат Меджлиса Аббас Папизадeh в интервью агентству ИСНА. Сценарий, который Америка рассматривает, состоит в том, чтобы сначала взять под контроль Ормузский пролив у Ирана, а после того, как ей удастся гарантировать транзит нефти на американский рынок и к своим союзникам, она спланирует наземное вторжение с юга, запада и востока страны и атакует почти все провинции страны. Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в интервью государственному телевидению признал, что также считает возможной наземную операцию американцев. В частности, завел разговор о попытке захватить острова. Правда, потом попытался успокоить зрителей своей бравадой. Я заявляю, что все кончено, и переговоры, и война окончены. Если в ближайшие 2-3 дня американцы продолжат войну, мы перейдем к фазе полного наступления и уничтожения. Вот только пока США разносят один стратегический объект Исламской Республики за другим. Неприятности в тылу страны-агрессора могут подстерегать не только НПЗ или военные заводы, но и конкретных персонажей, приложивших руку к нападению на Украину. В Самаре ликвидировали инженера, работавшего на предприятии по производству двигателей для российской стратегической авиации. Он способствовал нанесению российских ракетных ударов по гражданскому населению Украины с помощью российских стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков. Журналист Сергей Иванов утверждает, что ответственность за ликвидацию взяло на себя добровольческое подразделение отряда Буданова, о существовании которого ранее публично не сообщалось. По словам Иванова, погибший Андрей Тисарев возглавлял конструкторский отдел теплофизики и газодинамики авиационных двигателей в ОКБ ПАО ОДК «Кузнецов». Предприятие производит и обслуживает двигатели для стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22. Айтала-невидимка выходит на связь, правда, не с собственным министром иностранных дел. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи признался, что после назначения Маджтабы Хаминеи верховным лидером сам еще ни разу его не видел. По словам дипломата, доступ к Айтале имеют лишь считанные люди. После покушения на его отца в феврале ни новых фото, ни видео с формальным главой режима так и не появилось, зато возникали многочисленные слухи о том, что Маджтаба сам серьезно ранен или даже находится в коме. И тут вдруг сенсация от ТАСС со ссылкой на неназванный источник в Иране. Агентство сообщило, что самый загадочный глава государства уже готов к первому международному контакту. И этим собеседником Маджтабы якобы будет Владимир Путин. Это будет либо телефонный разговор, либо даже личная встреча. Правда, Дмитрий Песков эту интригующую новость почему-то не комментировал.
Каждый священнослужитель Русской Православной Церкви за рубежом связан с российскими спецслужбами. Об этом заявил бывший заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Илья Павленко. РПЦ – структура, которая действует в интересах государства-агрессора и используется всеми российскими спецслужбами – и внешней разведкой СВР, и военной ГРУ и ФСБ. Любой выезжающий за границу священник РПЦ либо завербован, либо имеет регалии российских спецслужб. Павленко также заявил, что Россия унаследовала от СССР многолетние сети влияния, которые продолжают использоваться и сегодня. По словам Павленко, главные задачи РПЦ в европейских странах заключаются в шпионаже и распространении выгодных Кремлю нарративов, в том числе среди украинских беженцев. Наибольшая угроза заключается именно в масштабах этого влияния. Люди часто даже не осознают, что находятся под влиянием РПЦ или аффилированных с ней структур, фактически связанных с российскими спецслужбами. Если у всех попов за границей под рясой есть погоны, интересно, какое звание у патриарха Кирилла, учитывая то, что Гундяев проработал в международном отделе РПЦ несколько десятилетий. Мы уже ко многому привыкли, но такое могли придумать только в России. В Ставрополе, который в последние месяцы в новостях появляется то в связи с атаками дронов, то из-за очередей за бензином, вот тут устроили необычное соревнование. Участники одновременно обнимали унитазы. Но это не то, о чем можно было бы подумать. Все эти люди не боролись с похмельем, а состязались в скоростном питье из унитаза. Победителю организаторы пообещали 100 тысяч рублей. Необычную акцию под названием «Игры престолов» провела сеть магазинов сантехники. На первом этапе участники на скорость выпивали безалкогольный игристый напиток из нового специально подготовленного унитаза. Затем начался марафон на выносливость. Конкурсантам предстояло как можно дольше просидеть на закрытых крышках унитазов. Через 10 часов двое участников сошли с дистанции. Имя победителя организаторы не раскрыли, при этом компания опубликовала фотографию, на которой он позирует с денежным призом и чеком, правда, не показывая лица. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.